Друзья, всем привет! С вами я, Максим, вы на канале Moto Maximus, а это армейский ERP номер 2, и сегодня обзор именно на него. Итак, хочу сказать, что мы уже с вами практически подобрались к финалу. Напомню, начали мы с вами с 7-го ERP, вот с него все начиналось, ну а после магазин Резерв 116, у которых есть свой магазин на AliExpress, они предоставили мне на обзор все ERP с 1 по 7. Некоторые из них я уже попробовал, некоторые специально не распаковывал и оставил для вас, чтобы показать вам, из чего они состоят и что вы получаете в том или ином ERP. Мы с вами уже много ERP посмотрели, поняли, что большинство основных блюд, они повторяются из комплектации в комплектацию, но тем не менее, все-таки интересно, что во втором, и сейчас я вам это покажу. Напоминаю, что производитель этих консерв все так же ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Предназначено это все для армии России. Упаковка тетрапак. Поехали! Итак, друзья, давайте открывать второй ERP. Посмотрим, что у него внутри. Мы с вами уже обратили внимание, что многие первые блюда повторяются в некоторых ERP. Этот ERP не исключение, но тем не менее, давайте все же смотреть и разбираться детально, что в нем. Возможно, второй ERP будет именно вашим любимым ERP. Итак, внутри все тот же тетрапак. Здесь все так вот аккуратненько в этот раз сложено. Только вот напиток Любава не захотел выходить. Пустую коробку ставлю вам на обозрение. Ну а мы с вами давайте смотреть, что у нас внутри. Сразу первыми мы видим упакованы наши 3 ягодных быстрорастворимых напитка Любава. Тем, кто еще ничего про них не знает, могу сказать следующее. Напиток в принципе пригодный, но вот в 7-м ERP нам встречались 3 разных вкуса. Здесь все вкусы одинаковые, поэтому, если честно, он немножечко уже поднадоел. Ну и если Любава концентраты у нас с вами напитки это прохладительные больше, то это 2 черных чая листовых для того, чтобы можно было вечерком попить горячего чайку. Дальше у нас идет портативный разогреватель. Это небольшая металлическая пластина, которая превращается в такое подобие печки. 3 таблетки с сухим горючим, их можно использовать для того, чтобы разогревать основные блюда. Я уже неоднократно говорил, что в принципе этим можно разогреть еду, но если у вас есть возможность возить с собой стационарную газовую горелку, возите, конечно, ее. Столовые приборы у нас идут, как всегда, идут 3 пластиковые ложки. Все здесь по 3, потому что этот рацион рассчитан на 1 сутки, на 3 приема пищи. Итак, 3 пластиковые ложки, 1 пластиковый нож. Идет, как всегда, наш с вами любимый армейский шоколад. Напомню, здесь черный шоколад. В принципе, довольно-таки вкусный, с чаем идет замечательно. Дальше у нас с вами здесь идет жевательная резинка наша любимая. 10 дрожжей в камуфляжной упаковке. Резинка вполне пригодная, мне ее вкус нравится. 3 пакетика с белым сахаром. Для таких сладкоежек, как я, это прямо находка, потому что здесь 2-2,5 ложки сахара. На большую кружку чая это прямо замечательно. Повидло яблочное. Здесь такая приятная консистенция. Очень вкусное повидло. С хлебом, с галетами, с чаем идет прям на ура. Собственно, галеты. У нас здесь 4 упаковки. Галеты высшего сорта, галеты первого сорта. Как отличаются, уже неоднократно говорил, это больше похоже на белый хлеб, ну а это же больше похоже на серый хлеб. Идут в комплекте всегда, и в том числе и здесь, влаговетрозащищенные спички. Здесь упаковка вот уже поприятнее по сравнению с 3-м ERP. Здесь идет 6 спичек и поджиг. Они предназначены для того, чтобы удобно поджигать сухое горючее. Ну или если же вы не используете сухое горючее, эти спички пригодятся вам для разведения костра. Не устаю повторять, что это мой любимый тандем. Кофе черный молотый растворимый и сливочки. С утра это прям замечательное дело. Почему я говорю, что он мой любимый? Потому что я очень люблю пить кофе с молоком. Молоко обычно с собой в путешествие не берешь, а вот сухие сливки это прям находка для путешественника. Это очень классно. В упаковке второго ERP, как всегда, как и в остальных ERP, идет перец и соль для того, чтобы посолить или поперчить консервы. Они здесь отнюдь не лишние, потому что все консервы приготовляются в нейтральной вкусовой плоскости, для того, чтобы они всех устраивали. Я, допустим, люблю посолить, а кое-что и поперчить. Очень приятная вещь, которая присутствует в любом ERP, это биологически активная добавка БАД или же поливитамин. Здесь весь комплекс
витаминов, минералов. Очень хорошо, когда вы в дороге. Одна таблетка в сутки поднимает ваш боевой тонус. Итак, пошли консервы. Здесь у нас с вами идет малая консерва. Это паштет нежный. Напомню, паштет довольно-таки вкусный. С галетами заходит прям на ура. Наш неизменный сыр плавленый, стерилизованный. Сыр довольно-таки вкусный, мягкий, консистенция приятная. Еще ни разу такого не было, чтобы я его не съел. И здесь во втором ИРП идет опять, друзья, рагу из овощей. Я уже неоднократно говорил, что вот эта консерва периодически от ИРП к ИРП меняется. Это либо рагу из овощей, либо икра кабачковая. Мне лично больше нравится икра кабачковая, я голосую всегда за нее. Но рагу из овощей, в принципе, тоже довольно-таки вкусно. Это перетертые овощи. Дальше идет фарш колбасный любительский. Напомню, он на самом деле любительский. Мне он очень нравится. У некоторых от него изжога. Поэтому, тут на вкус и цвет, я думаю, чтобы понять, надо попробовать. Но консерва однозначно пригодная. И вот они, мои две любимые консервы. Как всегда, одинаковые снаружи, но разные внутри. Здесь у нас с вами шпик соленый консервированный. Напомню, это свиное сало консервированное. Я его не ем. Иногда использую для разогрева на нем какой-то сухой консервы. Но в основном, конечно, выбрасываю. И во второй консерве пюре из яблок натуральное. Это вообще просто супер вкуснятина. По вкусу и консистенции напоминает детское пюре. Кто помнит советские времена, это прям вкус не отличить. Также в упаковке каждого ИРП и здесь также идут 3 таблетки Аквабриз. Напомню, каждая таблетка Аквабриз убивает всю вредоносную микрофлору в 1 литре воды. Соответственно, если у вас есть 3 литра воды сомнительного происхождения, закидываете туда эти таблеточки, и вода становится пригодной к применению, вы 100% не отравитесь. Вещь в путешествии полезная. В этот раз не сверху, а на самом дне лежат 3 влажные салфетки ProClean AF. Напомню, что в каждом ИРП есть 3 влажные и 3 обычные бумажные салфетки. Это для того, чтобы продезинфицировать руки перед едой, ну а бумажные, наверное, для того, чтобы протереть руки после еды. Вот они, собственно, бумажные салфетки. И у нас с вами остаются 3 основных блюда, которые, как всегда, у нас немножко отличаются. Итак, коробка пуста, ее мы убираем в сторонку. И давайте посмотрим, что у нас на первое во втором ИРП. Итак, давайте начнем вот с этой консервы. Это каша гречневая с говядиной. Все верно, друзья, эта каша была и в 4-м ИРП, и в 6-м ИРП. Получается, повторяется уже она 3-й раз. Каша гречневая с говядиной однозначно вкусная. Я этот продукт очень люблю, поэтому то, что он повторяется, это в принципе, наверное, даже не минус. Консистенция прекрасная, нужно только разогреть и, друзья, бон аппетит. Каша замечательная, я ее очень вам советую. Следующее блюдо – гуляш с картофелем. И опять повторение. Этот гуляш был в 5-м ИРП. Напомню, я его очень и очень оценил. Это блюдо прям похоже на домашнее. Оно настолько вкусное. Вот его и кашу гречневую с говядиной, пожалуй, это 2 самых, на мой вкус, любимых блюда во всех ИРП. Ну и третье, у нас первое блюдо, это фрикадельки из говядины. И да, опять повторение, эти фрикадельки были в 6-м ИРП. В принципе, фрикадельки довольно-таки годные. Ничего не могу сказать, кроме того, что говядины не так много. Больше, пожалуй, там риса и всего, и крахмала, наверное, я не знаю, чего еще. Но, тем не менее, фрикадельки эти вкусные, и съесть их однозначно можно. Ну вот, по сути, и все, друзья. Для тех, кто не смотрел предыдущие обзоры, я, конечно, советую вам их посмотреть. Но могу сказать, что вот эти малые консервы, они от ИРП к ИРП практически никогда не меняются. Меняется иногда вот фарш колбасный любительский, вместо него иногда кладут паштет печеночный. И у нас где у нас? И вот рагу из овощей иногда вместо него кладут икру кабачковую, которую я, кстати, люблю больше. Все остальное всегда неизменно. Ну и, конечно же, 3 первых блюда, которые в каждом ИРП разные. Но если вы чередуете ИРП, кушаете их по очереди, то да, у вас каждый день вроде бы как разные продукты. Но если взять и посмотреть все ИРП, то каждый день у вас повторяется какая-то консерва. А некоторые консервы повторяются по 2-3 раза. Ну, может быть, это и не так плохо. Возможно, у
производителей нету возможности оснастить все 7 дней разными консервами, но мне кажется, можно было бы подумать, например, о рыбных каких-то консервах. Вот его здесь нету. Могли бы, например, в один из ЭРП, там, допустим, четверг, да, рыбный день сделать и положить туда, ну, не знаю, сайру или какую-нибудь кильку. Ну, в общем, не знаю, почему так, но, в общем, рыбу я не встретил, и, забегая вперед, могу сказать, что и в первом ЭРП ее тоже не будет. Ну что, друзья, я надеюсь, этот обзор был полезным и интересным. Осталась у нас всего одна единица ИРП, осталось ИРП под номером 1. В следующем обзоре обязательно поговорим и о нем. Ну что могу пожелать от себя? Как всегда, друзья, питайтесь вкусной и полезной пищей и, конечно же, как можно больше путешествуйте. И всем добра!